Всех приветствую на канале по ремонту компьютеров двигателя. Сегодня у меня на столе блок управления двигателем от Chevrolet Cruze с двигателем 1,8 литра. Для многих уже давным-давно не секрет, как меняются ключи зажигания. Я их называю транзисторами. Транзисторы катушек зажигания. Это будет, наверное, правильно. А другие могут их называть как угодно. Очень часто при выходе из строя катушки зажигания эти самые транзисторы обугливаются, и их сразу видно, что они вышли из строя. Но не в этом случае. В этом случае у нас с транзисторами все в порядке, выглядят они рабочими, вполне себе хорошими. А случай у нас такой: на автомобиле при диагностике можно встретить ошибку P0303. Это пропуски зажигания третьего цилиндра. Сначала попробуем тестером померить. Посмотрим, что нам даст замеры относительно массы. Будем пробовать измерять переход. Падения напряжения никакого нету. Теперь прозвоним между затвором и стоком. Здесь мы видим падение напряжения 1. Здесь у нас совсем другое падение напряжения. Здесь отличное от предыдущих 2. И в этом транзисторе абсолютно другие значения. 4 транзистора, 4 разных значения. Но на машине работают 3 цилиндра из 4. Значит, какой-то из этих транзисторов у нас не рабочий. Попробуем другим прибором сделать замеры. Буду проверять теперь с помощью фадоса. Подключил массу к массе блока управления. И будем смотреть, какие сигнатуры он будет показывать нам на затворах этих транзисторов. Сравнивать будем относительно вот этого транзистора. Вместе поставим. Сигнатуры одинаковые. Теперь сравним с этим. Сигнатуры разные. С этим сигнатуры разные. С этим тоже. Все 4 транзистора имеют разные характеристики. Что касается истоков, посмотрим на истоках. Здесь у нас очень хорошие показатели. Здесь вроде бы тоже. Но тут отличные, идентичные, они на 100% подходящие. И здесь разница 1%. Но любой из нас может пренебрегать этим процентом.
Теперь настроим программу на проверку транзисторов. И понаблюдаем за картинками. Один щуп мы поставим на затвор транзистора, второй на исток. Он нам пишет, что это тиристор. Ну хорошо, пусть будет тиристор. Теперь второй. Вот. Тут он нам тоже пишет, что тиристор, но характеристики его крайне отличаются от первого. Третий. Ну, вот эти характеристики больше похожи на те, что мы снимали в первом случае. Можно сказать, что эти два транзистора рабочие. Дальше. И четвертый. Они очень похожи с соседним. Ну все. Можно сказать, указующий перст упал на этот транзистор, и мы будем его менять. Отметим его крестиком. Можно сказать, что он зажмурился. Менять будем на новые. И менять, наверное, будем все. А еще, да, немаловажный момент. Очень важный момент. Каждый транзистор, затвор каждого транзистора соединяется с процессором, если в этом случае это правда, через резистор. Один. Второй. Третий. И четвертый. Очень важный момент проверить сигналы от процессора к транзистору, потому что бывают случаи, что транзисторы сами целые, а выходит из строя управляющий прибор, в этом случае процессор. Мы будем сравнивать также относительно этого транзистора. Так, первое значение сравниваем со вторым. У нас 3% разницы. В этом случае я считаю ее существенной. Теперь с третьим и с четвертым. Замечательно. С третьим, со вторым. В случае с этим блоком управления я буду менять все 4 транзистора. В сети вы можете много увидеть видео по замене ключей зажигания, то есть транзисторов. Процедура сама не хитрая. В принципе, снимать я ее не буду. Вот так выглядят сигналы прибора с отпаянными транзисторами базы. И коллектора. Ну, либо затворы и истоки. Сейчас паяю, покажу, что получилось.
Продолжим проверку после пайки. Заменили транзисторы и смотрим на результаты. Первый сравниваем со вторым. Разницы никакой. С третьим и четвертым. Также проверим на истоках. Тоже все 100% попадает. Ну а на этом выводе транзистора, естественно, масса. Все, ремонт считаю законченным. Можно его склеивать, крышку, и отдавать заказчику. Всем бабла и здоровья. Пока.